Ребята, доброе утро всем, и мне тоже. Постояли мы на паркинге на таком, ну как паркинг, в кармане. Вчера, напомню, отработал ровно 12:59. Сейчас мы тут все настроим. 12:59, ну можно было где встать. Раз, и так заехал и встал. Ну да, встал, потом тебя выгнали. Ой. Извините. Сейчас я еще хочу одну вещь проверить кабель, как у меня стоит. Стоял там возле лужи, и тогда что-то расскажу вам. Так, сейчас. Ладно, выйдем, чтобы в кармане заезжать. Или заехать лучше в карман. Тут такое место, стоять можно не более полчаса. Ну, так пишут. Знаки стоят такие. Ну, я посмотрел, коллеги стояли. Я тоже встал. Какой-то тут, может быть, почему нельзя, может быть, химические отходы стоят. Ну, не отходы, а груз опасный, типа. Может, в этом причина? Ну, не знаю. Сейчас мы остановимся. А этот мне показывает не на базу я еду. Надо поставить, чтобы мы едем в мои места. А, не, надо историю посмотреть. История. Надо нам в Эммон ехать. Вот, прямо напротив нас порт. А что он туда поехал? Порт сегодня не работает. Он решил там постоять. Раз там тоже можно было постоять. Прямо в порту, да? Это наш база Эммон. Да ладно, давайте сюда поедем. Окей, ладно. Проехали место, ладно. Остановимся где-нибудь там. На участке, где можно остановиться нормально. И начнем рассказ. Блин, надо бы, конечно, тут остановиться, но... Надеюсь, я не отравился от этих бочек всяких там разных, которые стоят за забором. One kilometer. 500 meters. Turn left on Zuiderleitkranweg. Тарам-тарам-тарам-тарам. Здесь слева паркинг, про который говорил мама, надо было тоже там встать, и тогда было бы все вообще замечательно. Как говорится, все в елочку, как Леша говорит. Так, что у нас там дальше?
А Эрик новый телефон прислал уже. Turn right Я onto его Elham записал. Road. Так, будем выезжать на трассу. Ну ладно, потом остановимся где-нибудь там, посмотрю. Ну вроде ничего, все в порядке. 500 meters. Все горит, все не горят ходовые. Это главное. Итак, ребят, сегодня суббота, 22 апреля, день рождения вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина. Кто-то празднует, кто-то не празднует. Мне до фонаря. Но в моей юности, в моей молодости этот праздник, этот день рождения отмечали. Шли к памятнику Ленину, возлагали цветы в школах, когда учились. Ну, я думаю, так проходили все, кто застал времена пионерии. Кому-то нравилось, кому-то не нравилось. Ну, нам, пацанам, нравилось. В школу, я не помню, в школу надо было, не надо было. Ну, короче, со школы шли с цветами, все и клали ему цветы к подножию. Памятник у нас стоял возле гостиницы «Латвия» в центре Риги. Да, были такие времена. Я бы не сказал, что неплохие были, веселые. Ну ладно, по работе, ребята. Приехал я вчера, встал, еле-еле так в этот карман. Ну, встал, я скажу вам, некрасиво. Не могу выйти из машины, блин, большая яма с лужей. А у меня время закончилось, я думал. И решил воспользоваться дедовским способом. Продвинуть машину назад. И ну надо было чуть-чуть вывернуть поближе к обочине. И знаете, как я делал? Я включал двигатель, ждал, когда минутная покажет начало минуты. В этот момент у вас есть, кто говорит как, кто говорит минута, кто говорит 20 секунд до полминуты. И начинаешь движение. Понемножку. Но тахо, оно через какой-то секунды, даже при движении малом, да, задом, оно врубает молоточки. В этот момент нужно сразу выключить двигатель, чтобы он стал обратно на стульчик, либо вручную вести. Я и так пробовал. Ну и там раз так 5, наверное, я по 10 секунд продвигался. И так, я вам скажу, включалось. Как молоточки я выключал. Вот. И, возможно, думал, будет нарушение. Ну, возможно, оно и есть где-то там в мозгах у компьютера. Но я сделал распечатку, и никакого движения на таху у меня нет. Ну, на всякий случай сделал, говорю, распечатку, потому что у меня заканчивалось рабочее время, а не вождение. Вот. И написал, что, стал плохой позиции, не было возможности выйти из кабины. И продвинулся 2 метра назад. И если я встал, там, скажем, в 39 минут, да, в 19:39 я встал, на паузу закрыл рабочее время, все дела, то здесь я закончил все эти телодвижения в 8:13. И ради подстраховки я начал работу не в 6:39, да, а именно в 7:15. У меня 11-часовая должна была быть пауза. То есть перестраховался. Ну, говорю, распечатку сделал, посмотрел. Движений никаких нету, значит, все в порядке. Ну, говорю, все-таки написал для себя,
чтобы ничего, на всякий случай, знаете, как проверяющий, если там спросит, в чем дело, там написано, что стал в плохой позиции, время закончилось, и пришлось продвинуться на 2 метра назад. Это все касается вчерашнего дня. Заправился я вчера по полной, чтобы сегодня время не тратить. А то вот паркинг, где заправка, думаю, что он такой пустой. Оказывается, там, если, платный паркинг, но если вы покушаете, да, там ресторан, то как бы это за счет того, что вы покушали, ваш паркинг становится бесплатным. Я даже не знаю, сколько там стоит еда. Я зашел, там реальный ресторан, думаю, да, я сейчас буду время тратить, только стоять в очереди. И поехал сюда, посмотрел одно место, второе место, и на третье развернулся и встал. Вот. Сегодня надо приехать на базу. Вот я думаю, часам 11 я приеду. Это значит, что я в 8 утра могу стартовать только в понедельник. Потому что 45 часов мне надо стоять. А я имею задание на понедельник с 8 до 3. У меня там загрузка. Я скажу сегодня этому Эрику, что какое-то задание, но я смогу стартануть только во столько-то. Да, вчера у меня интересный день получился. Экспириенс такой набранный. Я только смог выехать с 3-м контейнером. Потому что контейнеры надо проверять. И я просто вижу, что там контейнер заляпан был. Первый контейнер 2 дырки заляпаны какой-то глиной, замазкой, знаете. Но ситуация такая. Если есть возможность, надо обращать на это внимание и менять контейнер. Вот. Почему нужно менять контейнер? Потому что все может быть, И дырка, выпасть эта замазка, и будет дырка. 1, 2. И непонятно действие водителя. Я понимаю, почему эти дырки заляпаны. Ситуация такая: коллега берет контейнер, его не осматривает, открыл дверь, посмотрел, поехал. А когда приехал на загрузку, смотрит, у него там дырка. Что делает? Он берет, замазывает замазкой. Лень было проверять при приемке контейнера, либо у него времени не было, знаете, все может быть. Спорить не буду, но факт остается фактом. Это не есть хорошо. Коллеги так своей безалаберностью поставляют других коллег. Второй контейнер, все нормально, но запах такой, знаете, как будто сварки работали или что-то горело. Я смотрю, впереди такая дрень, сантиметров 8 в длину и 3 сантиметра в ширину. В днище. Я подхожу к этому, подъезжаю на inspection, говорю ему, он говорит, в чем проблема? Я говорю, там дырка в полу. Он говорит, это ерунда, можно ехать. Я говорю, там большая дырка. Да, можешь ехать. Я говорю, окей, я буду писать в офис. Я начал писать в офис, подходит такой, говорит, да, надо посмотреть все-таки. Пошел смотреть, смотрит, у меня тут комар вчера вечером решил потерроризировать, но я его убил, А сейчас еще один какой-то залетел. Время комаров наступает. Ну ладно, он пошел посмотреть, говорит, да, точно, слушай, там большая дырка. Я говорю, я же тебе говорил. Что ты думал, там маленькая дырочка и все? Тем более, говорю, это морской контейнер, пойдет фиг его знает, где он будет стоять. На палубе, в трюме, я же не знаю. И, нафига мне эти проблемы? Да и я буду ехать. Какая погода будет? И он тем более впереди там. Впереди сбоку самого. С края, в углу. А он говорит, тогда будешь брать контейнер,
сразу там его на месте и осмотри. Я говорю, да, хорошо, только ты скажи коллеге своему, чтобы он так не уезжал. Ну, коллега, короче, подъехал, нормальный парень тоже такой, показывает мне, что типа можешь проверить, и ставит его на землю. Я быстренько открыл, проверил, все в порядке. Ну, конечно, есть такие недочеты, маленькие вмятины, ну что поделать. Что есть, то есть, ничего не сделаешь с этим. Говорю, окей, поставили, тогда я поехал. Такой вот опыт я приобрел, ребята, по приемке контейнеров. Но обращу еще раз внимание, просьба коллегам, кто на контейнерах, ну, не знаю, просьба, совет, проверяйте внимательно контейнера. Зачем вам нужны лишние проблемы? Вот эти ваши замазки, они могут один раз вам обойтись краем. Конечно, концов не найдешь, но самому надо быть уверенным и спокойным, когда ты уже едешь, знаешь, что у тебя контейнер в нормальном состоянии, никаких дырок нету, все в порядке. Правильно, правильно. Ну, я ж ничего такого нового не говорю, это, в принципе, прописано в инструкции по приемке контейнера. И у меня написано, и у всех моих коллег с этой компании написано. Там большой текст, там много чего написано по поводу приемки, что делать, если там проблема с контейнером. Причем, если проблема с контейнером, то нужно, неважно, меняете вы, не меняете, нужно сообщать в офис, потому что идет задержка по приемке контейнера. По сути, там приехал, принял контейнер и уехал. А тут, получается, принял, осмотрел и уехал. А тут, получается, принял, отъехал в сторону, начал смотреть, проблема, поехал на inspection. Время-то уходит, пока там этот подойдет, проверит. Пока ты отъедешь, чтобы тебе его сняли, чтобы поставили другой. Опять надо проверять, то есть задержка идет конкретно. Минут на 40 я точно задержался из-за этого. Ну а сейчас все чики-пуки. Едем, единственное то, что да, в 11 часов, только 8 я стартану. Но я скажу Эрику, наверное, надо будет в планинг написать, что я смогу стартануть только во столько-то, во столько-то. И еще меня так это немножко шокировало. Даже не знаю, в какую сторону лучше сказать. Правильнее сказать будет. Понимаете, те, кто работает в дальнобое, они понимают, что любой хозяин любой компании считает, в принципе, километры. Если ты отклоняешься от маршрута на какое-то количество километров, то это чревато, без ведома. Так вот, я еду из Майердайка на базу на уикенд, так скажем, да. И получается так, что я проезжаю мимо места погрузки в понедельник. Место загрузки в понедельник, которое будет у меня. Я проезжаю, и до базы мне от этого места в районе 100 километров. То есть, получится, я 100 километров еду в сторону базы, а потом я еду в понедельник обратно. То есть, считайте, 200 километров. Для меня как-то это значит, что я где-то должен встать на уикенд, где-то не знаю, в районе загрузки. Но 45-ку стоять в индустриалке нельзя. Значит, надо ехать на платный паркинг какой-нибудь. Или вообще просто на паркинг. Вот. Ну, соответственно, я написал письмо в планинг по поводу уикенда. Я им вообще написал, я посмотрел, что у меня погрузка в понедельник там. Я им пишу, а что мне делать с пустым контейнером? Они мне присылают пункт там этот
где написано адрес загрузки. Я говорю, нет, я спрашиваю, сегодня что мне делать с пустым контейнером? Я могу ехать на уикенд в гараж, ну, на базу? Они пишут, да, вы можете ехать на уикенд. Ну, окей. Едем на уикенд. Ну, так удивительно. Реально, честно. Ну что, утреннюю вступительную фразу я рассказал. Вчера еще вытаскивал симку, она у меня, по-моему, упала туда, за эту полочку. А это очень-очень плохо вообще-то. Так, здесь, по-моему, 50 был знак, если я не ошибаюсь где-то. Нет? Или это в другом месте был 50 знак? Где-то был, не знак, а камера. Что-то мне как-то все показывают 80. Две камеры должно было быть. Нет, здесь, наверное, 80 все-таки. Что мне казалось, что 50. Вот одна камера и вторая камера. За мостом. Ну вот если коллега несется местный, значит, можно тоже нестись. Так, где там она? Где там в конце? Главное не разгоняться. Тут можно разогнаться на спуске за 80. За 86. На 86 можно получить этот самый письмо счастья. Вот она, камера. Ну все, ладно, ребята. Едем в сторону базы. Что, друзья мои, подъезжаем. Видите, жирафчик стоит. Жираф показывает головой, что надо будет съезжать вправо, дружище. Hello, my friend. How are you? Everything okay, yeah? I think so. Me also. И вот здесь мы поворачиваем вправо. Еще 4 километрика нам до базы. Сейчас по дороге ехал, уже столько много байкеров катается. Сезон начался. Started. 11:20 пишет, надо заехать, значит, сбросить данные по карте и закрыть страну и вытащить карточку. Мы на базе карточку вытаскиваем. Все как положено. Прислал новый телефон, Эрик. Теперь гейт другим номером открывается. Наверное, ворота починили.
его знает, а почему телефон поменяли, если ворота починили, я не знаю, может быть, другая организация-то не могла, может быть, починить ворота. At roundabout, take first exit Или on просто, может, обновляют раз в какое-то время, чтобы кто-то не мог залезть из бывших. Ну, не знаю. Мне это особо не надо. Главное, чтобы у меня был активирован мой номер. Тогда все хорошо. Второе кольцо проехали, да. 500 meters at roundabout. Вот Scania нарисовано. Здесь моют машины, но как моют, я даже не знаю. Наверное, под другой карточкой. По другой карточке, вернее. Может быть, Эрик дает карточку, или механик дает карточку. Или сами они едут, я еще ни разу не мыл. Roundabout, take first exit on Потому M860. что по своей карточке ты не можешь поехать, тебе это самое, прерывается пауза. Соответственно. Поэтому Exit to M860. обычно либо механик едет, но здесь я даже не знаю, как кто едет. Говорю, ни разу не был. Вот там с той стороны заезжать и выезжать где-то вот Трак-Ваш. Трак-Ваш. В общем, я не понял, как на голове, по-моему, только едут. То есть все условия созданы. Здесь какой-то еще паркинг тоже есть, интересный. 500 meters, turn left on Sabines Way. Скоро надо будет уже звонить. За метров 300 я позвоню, потому что была какая-то ерунда, что позвонил, видно, раньше времени. Ворота начали закрываться, а датчик движения не сработал. И один из водителей у нас просто ему ворота Turn въехали left on Sabines Way. взад. Тут говорил мне Андрей, надо подъезжать как можно ближе к линии. Здесь типа фото работает. Ну, подождем. У них в Голландии много этих активных таких светофоров, что нету машины, не будет загораться. Или наоборот, нету машины, загорится красный. По этой дороге я в город езжу. Jumbo онлайн. Заказы Jumbo, наверное, отсюда. Или наоборот здесь получать приезжаешь. Товар. Так. Take exit to Phileas Fox Trap. Welcome, Emmen. Не написано Ситранс где. Сейчас будем смотреть, как там с местами у нас. 10:18. Все правильно, в 10:20 приедем. Как и говорил этот самый товарищ Сухов, так. Будем ставить 45-ку, ребята. Вот субботу, полсубботы отработала, полсубботы будет засчитано мне как рабочий день. Это хорошо. Где-то там уже наши машины должны быть. Я не вижу. Вот там. Ну, звоним. Turn right on Victor Springs Trap.
открывается, блин, у меня тут ворота почему-то. По новому, блин, телефону. Что за ерунда? Интересно. Ничего не понял, блин. Почему не открывается? Странно, блин. Что за ерунда? Эрик, наверное, открыл уже. Так, где нам ставить? Вон туда можно ставить. А что с этим? Там нету мест, наверное. Поедем сейчас. А вот станем возле этого. Моя машина стоит на месте. Все окей, значит. Ну да, там походу мест нет. В этом. Ого. Поедем, значит, сюда. Что-то там какие-то работы происходят интересные. О, видишь? Все отрывается. Опять кабель оторвался. Даже избавиться. Что не так? Здорово. Ну как ты? Поеду на сервис, лампочки надо. Лампочки. У меня опять кабеля отрываются. Надо? Да, я не знаю я еще. У меня с кабелями разобраться, опять оторвался кабель.
Все, ребята, начинаем загружать карточку. Закроем смену, закроем неделю и вперед. Сколько она будет идти? Посмотрим. Блин, опять оторвалась эта фигня. Кабель. Ненормально это, что кабель, блин, перекрещен. Ну так вот, пока она закрывается, ребята, вот это наша база. Все в порядке. Новые машины стоят в работе. Моя машина стоит, не работает, отдыхает. Ладно. Итак, 4-я неделя завершилась. Пойду говорить с Эриком по поводу вот этой всей фигни с кабелями. И что-то надо делать, потому что постоянно на поворотах отрывается. Ну, либо резинкой попытаться подвесить. Но это не есть нормально, это вообще непонятно что. Ну ладно, это первый вопрос. Второй про печать надо спросить. Третий вопрос относительно того, что я хочу задержаться еще на 2 недели, чтобы все дела были сделаны, и тогда все будет окей. На этом все, ребята. Как обычно, всем удачи, хороших выходных и берегите себя, своих родных и близких. И все будет чики-пуки. Пока.